Всем привет! Здесь я хочу показать, как можно проверить видеопамять карточки AMD на примере Sapphire Pulse RX 5520 XT объемом 8 ГБ. Правда, абсолютно новый. Стимулом к созданию этого видео меня побудили парочку комментариев к ролику, где я рассказывал про проверку памяти видеокарты NVIDIA. Для проведения теста понадобится образ системы Arch Linux, скачать который можно с официального сайта. Также скрипт, позволяющий выполнить проверку. В данном случае рассмотрим парочку таких. С помощью программы Rufus на флешку, в моем случае емкостью 4 ГБ, запишем операционку. В программе указываю путь к ISO-образу и затем нажимаю «Старт». В появившемся окне кликаю по клавише «Да». Аналогичным образом поступаю далее. Процедура записи на USB-накопитель займет некоторое время. По окончании, закрыв программу, копирую скрипты в корень флешки. Выполнив представленные действия, перезагружаем компьютер. При его запуске следует зайти в настройки BIOS или UEFI. В текущем варианте, согласно указанной подсказке ниже, я нажимаю клавишу Del. На начальном экране справа в данном разделе устанавливаю приоритет загрузки с флешки. Далее нажатием F10 сохраняю сделанные изменения и произвожу перезагрузку. Таким образом, если все было сделано верно, должен пойти запуск системы Arch Linux. После в среде операционной системы ввожу команду lspci-v, которая выводит подробную информацию обо всех PCI-устройствах. Чтобы пролистать выведенные данные, следует воспользоваться сочетанием клавиш Shift плюс Page Up либо Shift плюс Page Down. Если это не поможет, в таком случае можно воспользоваться командой lspci-v, вертикальная черта, less или mo. Далее нажатием стрелки вниз или пробел скроллим результат вывода. Здесь необходимо найти данные о видеокарте, а точнее адрес обращения к ее памяти. В вашем случае она может отличаться от той, что представлено тут. Выписав указанные значения, с помощью приведенной команды перехожу в каталог boot.mnt. Написав ls, можем видеть, что тут находится пару нужных нам скриптов. Запустить их можно, написав, например, ./ либо Python 3 и далее название скрипта. Для данного дополнительно указываю адрес памяти и объем, например, 8 МБ. Результат работы в моем случае выглядит текущим образом. Основываясь на ряде источников, для определения количества неисправных банок следует разделить общее число чипов памяти видюшки на данное значение. Таким образом, получается, что у меня неисправно 4 из 4. При этом хочу заметить, что карта абсолютно исправна и при работе в майнинге, а также тесте Фурмарка она работает идеально. Исходя из этого, могу лишь предположить, что для исправных карт приведенное число стремится к единице. Теперь очищаю экран сочетанием клавиш Ctrl плюс L и попробуем воспользоваться следующим скриптом, где указываем в конце объем проверяемой памяти в мегабайтах и количество банок. Для того, чтобы узнать, сколько чипов находится на карте, ее нужно будет разобрать. Также можно попробовать поискать такую информацию в сети. Как я уже говорил, у меня таковых 4 по 2 гигабайта каждая. В отличие от предыдущего скрипта, в текущем по результатам проверки сообщается, что память видюшки исправна. Если ситуация будет обратной, то выведется количество сбойных чипов памяти и их номера. Определение неисправной банки следует начинать от нижнего правого угла против часовой стрелки. Дополнительно я решил выполнить проверку, указав недостоверное количество чипов памяти. И несмотря на это, результат остался таким же. По окончании работы, чтобы перезагрузить компьютер, нужно ввести команду Reboot. А если требуется его выключить, то Power Off. Подводя итоги, хочу сказать, что на мой взгляд, второй скрипт будет удобнее для выполнения диагностики. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.